Ну да, то есть это в первую очередь сказалось на том, что я вместо 6 часов продуктивного времени тратил в день, то есть сейчас я могу там 12-15 часов сидеть. Это, конечно же, и объем, собственно, работы увеличился, так сказать, выполненный. Ну, именно продуктивная работа. Да, 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 да. Павел, здравствуйте. Вы прислали нам очень такой интересный и обширный отзыв. Это было у нас, получается, 6 мая. Вы расписали Да. 9 дней. Я сейчас просто открыл у себя на мониторе ваш отзыв, на самом деле. Вот. И тут Мгм. очень все подробно так расписано. Очень много всяких характеристик. Тут и про сон, и про питание, и про физическое самочувствие, и про энергию, и про выносливость. Очень много всего. Вот. Сейчас хотелось бы как бы немножечко так подытожить все вот эти вот ваши наблюдения. Уже прошло еще достаточно большое количество времени. Хотелось бы узнать, как бы, к чему все это привело, чтобы вы в нескольких словах рассказали основные положения, которые вы почувствовали, которые вы увидели, да, как вообще на вас синтезит на вашей жизни отразился. А, ну вот с тех пор, то есть, как я скинул отзыв, в принципе, состояние оно стабилизировалось, и я даже сделал небольшой перерыв в неделю примерно, чтобы посмотреть, как быстро я перейду в то же состояние досинтезитовое, так сказать. И, то есть, вот через неделю у меня начали холодеть руки, опять вот пальцы на руках, они начали холодеть. И я решил, что нужно продолжить прием синтезита. Вот, то есть у меня буквально за 2 дня они опять, то есть вернулось в то же состояние, которое было до этого. Вот сейчас я пью вторую баночку уже. Ну и в принципе все то же самое, что я написал вот там, в том отзыве. То есть оно сохранилось. А, Пока новых каких-то ощущений не появилось, но в принципе я как бы больше наблюдаю за тем, что появляется нечто такое, то есть, ну, на психологическом уровне, как бы больше уверенности, больше в себе, то есть появляется как бы, больше драйва к жизни, можно так сказать. Ну и, собственно, вот какие-то такие больше психологические изменения уже пошли, нежели там сила и выносливость. То есть вот так вот. Мгм. Ну а вы вообще достаточно здоровый человек, у вас есть какие-то отклонения по... Я вообще, когда заказывал синтезит, хотел, то есть посмотреть, как вылечится у меня перхоть, то есть с детства она идет, то есть я с ней борюсь там переменными какими-то успехами. Вот пока не удалось победить, честно скажу, то есть были большие надежды на это, но посмотрим, как будет развиваться, то есть у меня там еще есть несколько баночек в запасе. Вот. А так вот меня то, что удивило, это то, что кожа лица, она стала очень мягкой и увлажненной. То есть вообще как бы, раньше приходилось там, особенно в холодное время года, там кремами мазаться там, и так далее. То есть это вот очень сильно удивило. То есть влияние на кожу хорошее, положительное очень сильно. И Павел, а вот уточнение небольшое. Вы сказали про кожу лица, в вашем отзыве вы также писали про кожу спины, что да, да, на спине, на лице кожа стала лучше гораздо, мягкая там и так далее, увлажненная. За какой промежуток времени это произошло? вот буквально на следующий день после приема, то есть, ну, сутки, может, полтора прошло вот так вот примерно. Ну, примерно 30 часов, может быть, вот так. Мгм, интересно. А когда вы перестали принимать синтезит, это состояние вернулось? Нет, кстати, вот кожа, она стабилизировалась, просто вот пальцы стали чуть-чуть холоднее на руках, собственно, и все. Вот. А так вот по состоянию, по выносливости, по физическому, то есть все в принципе такое же было. Единственное, там в конце недели уже какой-то такой небольшой хруст был в конце дня, то есть, ну, как бы шею когда так разминал, а когда вот принимал синтезит, вообще такого не было, ничего не хрустело. Вот. Ну и Мгм, сейчас как бы тоже все вернулось в то же время, ну, в то же состояние. Я вот вторую баночку уже пью, поэтому. мгм. Ну, давайте немножечко поподробнее вот по поводу остальных эффектов, потому что мы не будем показывать полностью ваш отзыв, да, вот видео. Мгм. Поэтому надо вот немножечко рассказать о том, что вы еще почувствовали.
Ну, в общих чертах не надо каждый день расписывать, там, на первый день то, на второй день это, а просто, то есть, по выносливости, вот, к примеру, там. Да, мне понравилось, вот когда я принял сразу 3 таблетки, 3 капсулы. Ну, ради эксперимента мне захотелось потестировать, как будет действовать синтезит. И, собственно, я дома позанимался, то есть я до этого ходил в фитнес-центр, сейчас просто они все закрыты, поэтому у меня там есть 10-килограммовые гантели. И раньше я как бы не мог их поднимать вот так вот на вытянутых руках. А вот после 3 капсул я вообще там сделал раз 15, наверное. Вот так. Меня прям это удивило. Ну и, собственно, руки распухли. Там очень хороший эффект был после 3 капсул. То есть, если какие-то тренировки делать, то нужно там закидываться сразу 2-3, как бы, и эффект будет очень хороший. Вот это меня поразило. И, то есть, я сделал прям не один подход, то есть, не одно повторение, а там 2-3 где-то вот так. И раньше, то есть я когда занимался физическими упражнениями, у меня обычно после них там, ну, немножечко так голова кружилась, собственно, видимо, чего-то не хватало, то ли кислорода, то ли крови, там, то есть, либо сердце не так быстро прокачивало кровь по телу. А вот с синтезитом, то есть прям вообще нету ни малейшего вообще намека на то, чтобы это как-то прям ни малейшего намека на какие-то предобморочные состояния такие. То есть вообще все здорово. Мгм. А вот когда вот вы перестали принимать синтезит и неделю его не принимали, вот тренировки делали? Тренировки делал, и скажу честно, вот под конец недели уже такие пошли немножко намеки. То есть я то есть чувствовал себя хорошо, но уже как бы не так, как раньше, не так, как когда принимал. То есть все равно какой-то такой уклон есть, то есть за неделю можно почувствовать, что что-то уже не то становится, и поэтому я решил начать прием опять. Мгм. Ну а вам сколько лет сейчас? Да, мне 29 лет сейчас, поэтому вот такой возраст у меня. Ну, в принципе, вот еще меня то, что удивило, там буквально в первую неделю приема я вот заметил то, что резко сократилась на правой ноге венозная такая штучка, то есть бляшка, не бляшка, она просто такая раньше была прям жирная, а потом в один момент прекрасно я посмотрел на нее, там такие тоненькие, тоненькая вена пошла, то есть, в принципе. Мгм. Ну, то есть где-то в 2 раза сократилась. Вот, пока что она дальше не стала сокращаться, то есть стабилизировалась. Смотрим, как дальше будет. Хорошо, давайте посмотрим. Ну а вот, допустим, вы писали про вялость после еды у вас раньше Да, была? Да. да, 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 да. Вообще, то есть это такой серьезная проблема, особенно когда на работе пообедаешь и потом сидишь просто 2 часа вот такой весь вялый. А сейчас как бы прям вообще как эффект. Вот я сравнил, раньше принимал гуарану, ну, пробовал. То есть есть такой порошок для спортсменов. И вот нечто подобное можно сравнить с ней, собственно. Но я не знаю, там, насколько у нее эффект, конечно, действует. То есть там скорее он внутренние силы какие-то забирает, кредит, так сказать, у здоровья берет. А вот синтезита, то есть, наверное, нет такого эффекта, чтобы он там какие-то внутренние запасы расходовал. То есть он их создает как-то. Я не знаю, как это работает, наверное, вы тоже пока еще не знаете. Но вот то, что да, после еды это тоже хороший такой момент. Не хочется спать, да. Мгм. Еще такое замечание одно хочу сделать, то что мой сон разделился, получается, на 2 части. Я ночью сплю 6 часов, и потом как бы в течение дня я могу там заснуть на час, вот так вот примерно. Это когда начали принимать синтезит, получается? Да, 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 да. Мгм. То есть днем чувствуете, что хочется поспать и идете спать? Да, я сплю 2 часа и потом опять бодрствую, то есть до конца прям дня. То есть, в принципе, вот все говорят, то, что по отзывам у них там 5-6 часов они стали спать. Ну, у меня как бы такой же 8-часовой сон, получается, как и до синтезита, просто он почему-то разделился на 2 части. Я Мгм. не знаю, как это объяснить. Но одно из предположений это то, что организм, когда засыпает, он какие-то определенные гормоны вырабатывает для восстановления.
И, видимо, вот этот дневной сон, он нужен для того, чтобы какие-то резервы восполнить и как-то обновиться. Ну да, возможно, возможно. Ну, как бы вот так вот организм прям требует поспать. Хотя вот утром, когда я просыпаюсь, я абсолютно, то есть не хочу спать, то есть наоборот даже хочется как бы пойти поработать, что-то поделать. Ну, а Вот. просыпаться стали лучше, да? То есть просто раз проснулся и все. Да, 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 да. Ну, Угу. то есть вообще великолепно сплю. Раньше еще вот до синтезита я спал постоянно там, то рука затекет, то спина затекет, то шея там. Постоянно просыпаешься, меняешь позу. А тут, короче, заснул, там, ну, грубо говоря, в 12 ночи. И прям до 6 утра как вообще нормально все. Без И, всяких просыпаний. а вот писали вы то, что просыпались раньше, у вас спина болела, тело ломило, там какие-то такие моменты были? Ну, оно не каждый день так бывало, но там 2-3 раза в неделю так, стабильно такое происходило. Сейчас вообще такого не замечаю. Даже когда вот неделя была без синтезита, такого не было. Мгм. Но, видимо, вот то, что вот руки стали, да, холодеть, пока вы не принимали, видимо, все-таки срок приема достаточно малый, то есть для того, чтобы организм восстановился, какие-то резервы восполнил, надо, ну и обновился полностью, надо подольше принимать. Но Ну, наверное, да, ну, это, наверное. это нормально. Вы 29 лет этих веществ не получали, которые нужны для нормальной Да. биохимии. Да, сейчас начали получать. Так, еще я подметил себе, что теперь вы можете работать по 12-15 часов, вы писали, и не уставать. Это так? Это так, то есть раньше приходилось как бы поработаешь, что-то там поделаешь за компьютером, и хочется там полежать, там повтыкать в телефон, там ленту какую-то посмотреть. Сейчас нет такого, то есть ты работаешь, сидишь, получаешь удовольствие от работы и как бы не устает спина, ни шея, ни плечи, то есть, ну, великолепно. А концентрация мыслей? Концентрация мыслей хорошая, то есть ни на что не хочется отвлекаться. Да, себя больше контролировать стал, то есть как бы не то, что я там себя заставляю как-то силой воли, там, да, вот это нужно делать, потому что там нужно зарабатывать и так далее. Нет, просто это как-то влияет то, что ты больше фокусируешься, тебе это интересно делать ту работу, ну, которую ты делаешь. А развлечения, ты понимаешь, что тебе это не нужно, и как бы, как это выразить словами. Ну, короче, то есть фокусировка на работе, она стала, ну, такой продуктивной, я бы сказал. Вот. Мгм. А еще из ментальной сферы не подмечали, что, может быть, память лучше стала, ассоциативные способности какие-то? Ну, по памяти я ничего не могу сказать. В принципе, у меня она и так была хорошая. По ассоциативным способностям. Не знаю, может просто я стал лучше фильтровать ненужную информацию, просто отбрасывать ненужное и быстро переключаться, то есть на ту информацию, которая там как-то больше результата принесет. Ну, как-то больше стал, легче стало фильтровать информацию, я бы так сказал. Мгм. А если не секрет, чем вы занимаетесь? В области интернет-маркетинга я работаю, то есть это настройка контекстной рекламы, сайты, лендинги, ну, в общем, все, что связано там с интернет-рекламой, скажем Мгм. так. Хорошо. А вы можете сказать, что синтезит увеличил вашу трудоспособность и результативность? Ну да, то есть это в первую очередь сказалось на том, что я вместо 6 часов продуктивного времени тратил в день. То есть сейчас я могу там 12-15 часов сидеть. Это, конечно же, и объем, собственно, работы увеличился, так сказать, выполненный. Ну, именно продуктивные работы. Да, 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 да. Мгм. Хорошо. Очень интересно все это. Вы говорили то, что у вас еще матушка принимает, и у нее тоже есть какие-то результаты. Поделитесь? Да, я могу рассказать то, что она мне передавала. То есть у нее вот на ладони, то есть кожа потрескалась. И довольно-таки продолжительное время раны просто не заживали. Там мать Вишневского раньше принимала, вот хорошо еще Черное море залечивало раны, то есть соленая вода как-то влияет на это.
И вот там полгода она как бы не была на море, и, соответственно, то есть за это время там как состояние кожи откатилось назад, и вот сейчас синтезит начала принимать, то есть кожа опять стала мягкая. То есть вот такой эффект. И Ну, раны еще прошли. А? И раны прошли. Да, то есть она обычная, то есть ладонь стала как у нормального человека. Угу. Вот. Но я не знаю, из-за чего этот такой процесс образовался. Возможно, из-за того, что просто средствами для мытья там пользовались без перчаток раньше, поэтому так кожа деформировалась. Вот. И еще поделилась таким моментом, когда то есть, палец порезала на руке, он буквально там за сутки у нее схватился, там, зажил. Говорит, обычно раньше там он подгнивал, болел, там что-то. Сейчас очень быстро прям зажил. Ну, Вот. У меня, кстати, тоже, я когда картошку чистил, могу потом фотографии скинуть, у меня там есть 3 фотографии. У меня за 3 дня, правда, он зажил. Вот. Ну, то есть я тоже удивился, раньше был он неделю у меня там. Имеется в виду полностью зажил? Да. Угу. Ну, вот видите, регенерация очень быстро начинается, когда синтезит принимаешь. Вы Есть на такое, своей да. коже это тоже видели, и по спине, и там и по пальцу вот сейчас увидели. Бывает, читаю, перечитываю свой отзыв, как бы, и сам себе не верю, потому что человек уже там, через 2-3 часа не помнит свои прошлые состояния, и когда ты это все зафиксировал, тебе нужно срочно это записать. Поэтому вот, когда читаешь, потом думаешь, вау, нифига себе. А потом к хорошему быстро привыкаешь, уже не помнишь того, что было раньше. Да, уже как бы, ну, человек к хорошему, да, привыкает, и поэтому ему кажется это как само собой разумеющееся. И, ну, и то, что было в детстве, мы сейчас не ценим, мы вынуждены теперь восстанавливать свои силы, как-то организм и так далее. Вот. Хорошо. Если есть какие-то пожелания тем зрителям, которые будут смотреть потом ваше интервью, может быть, выскажите их. Мгм. Ну, я скажу так, что слишком сильно не нужно переоценивать данный минерал, но он действительно работает. Он работает не так быстро, как, то есть, как какие-то там допинги, какие-то там стимуляторы, которые там люди обычно употребляют там в виде алкоголя, который меняет сознание. Нет, это совсем вообще из другого разряда. То есть он обязательно поможет любому человеку, даже если он там абсолютно здоров, мне так кажется. И все равно мы там, у нас есть какие-то свои там недостатки и так далее. То есть в любом случае, ну, препарат, он будет вам полезен. Вот. Ну и в том числе для каких-то психологических моментов типа стабильности, уверенности, да, как вы на себя почувствовали. Психологические, да, моменты, да, влияют тоже. Хорошо, спасибо вам большое. Будем держать связь. Всего хорошего. До свидания. Да, спасибо вам, до свидания.